Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как простую пластиковую заготовку можно задекорировать и получить вот такую елочную игрушку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня мы обтягиваем заготовку юла, и вот у меня также остался отрезок ткани, который я буду здесь использовать. Чтобы мне легче работать, я нахожу вот здесь, где место склеивания, и поступаем точно так же, как мы поступали в прошлом видео. Я обрабатывала сосульку и оставляю здесь небольшое расстояние, чтобы у меня было вот куда все тянуть. И подклеиваю вот сюда. Подклеиваю, клей размазываю и подклеиваю край ткани и даю закрепиться. Этот край я подклеила, и теперь натягиваю ткань, но при этом слежу, чтобы у меня вот верх у меня не скосился в сторону, а ровно натянулся. Вот я вот так сильно натягиваю, смотрю, чтобы здесь у меня был примерно такой же отрезок. И сейчас подклею сюда. Здесь все ускальзывает, но надо все удержать в руке. Вот я затянула, придерживаю пальцем и сюда же, вот где я подклеила это, наношу клей, размазываю клей. И вот так натягиваю и даю закрепиться. Теперь у меня вот здесь подклеено, и перейду к верхушке. Здесь по мере того, как вот ложится ткань, я попытаюсь ее натянуть. И вот здесь вот наношу клей и сразу вот таким одним махом подклею. Сейчас покажу вам. Вот размазываю клей. И насколько могу, вот так наискосок я подклеиваю ткань. И даю ей закрепиться. Теперь вот эту лишнюю ткань я убираю. Чтобы она мне не мешала. И сейчас подклею вторую часть. Вот все у меня подклеено. Если где-то что-то у нас утолщение, все сразу убираем. Чтобы у нас не было никакого утолщения лишнего. Так, мусор убираем. И сейчас вторую сторону также натягиваем. Здесь немножко вот останется, но это мы чуть позже уберем. Вот вы видите. Теперь я сюда наношу клей и сколько могу натягиваю вот эту сторону. Клей стараемся размазать. И натягиваю. И даю закрепиться. Нитку я закрепила. И чтобы мне было удобнее вам показать, вот сейчас вот так возьму и несколько раз обверну. Именно вокруг макушки. Обычно я прижимаю к груди игрушку, и очень удобно это сделать. На камеру немножко неудобно. Вот просто вокруг макушки надо ее вот так вот обвернуть и сделать узелок. Вот. Верхушка у меня затянута, немного расправляю, и когда я натяну низ, вот складочки практически все исчезнут. И теперь перехожу к низу. Низ надо натянуть достаточно сильно. Вот здесь даже если чуть-чуть что-то мешает, чуть-чуть оторвать и вот так полностью, чтобы с двух сторон все вот это натянуть. Поэтому я натягиваю с одной стороны, насколько это возможно, насколько у меня ткань растягивается. Размазываю вот здесь все и натягиваю, даю закрепиться. Здесь очень важно дать закрепиться, чтобы при натягивании второго края у нас ничего не оторвалось. Ну вот одна сторона у нас подклеена, лишнее отрезаю. Прямо вплотную все отрезаю, чтобы ничего не мешало. И сейчас буду натягивать вторую сторону. Вот я натяну полностью.
И вы видите, как все у меня натянется и все будет идеально. И вот здесь носик у юлы тоже надо подклеить. Я размазываю клей и вот так полностью, чтобы у нас здесь не было никакого отверстия. И теперь я начинаю снизу. Вот натягиваю полностью здесь. Ой, извините, пистолет упал. И подклеиваю бархат. Вот, все у нас ровно. Даю закрепиться. И теперь постепенно все утягиваю вверх. Наношу сюда клей. И все вот так утягиваю к середине. Даю закрепиться. И затем все вот это подклеиваю, чтобы у нас все убралось. Вот у меня еще кусочек здесь остался подклеить. Также наношу клей. Размазываю. И все утягиваю. И даю закрепиться полностью. Сначала вы не будете понимать, в какую сторону вам тянуть, но по ходу дела, по ходу работы вы все поймете. И даю закрепиться. Вот что у меня получилось. И сейчас я все лишнее понемногу буду отрезать. Вот что на данный момент получилось. И вот так медленно. Сейчас я буду смотреть, может где-то что-то подклеить. Все лишнее отрежу. И продолжаю работу. И здесь можно все подклеить чуть-чуть и лишнее все подрезать. Дать закрепиться. И лишнее обрезаем. Лишнюю ткань я подрезала. И сейчас заправим вешалку. Я вот этот узелок вовнутрь. И ножки тоже вовнутрь. Немного вот эту раздвину, чтобы ее подклеить. Хотя и так хорошо все держится, но я всегда подклеиваю. Наношу клей. И опускаю ножки. И теперь можно все затянуть. Вот что у меня получилось. И теперь сюда я пришью. Можно пришить, можно приклеить кисточку. Так как у меня низ будет оформлен, то кисточку я просто могу приклеить вот такими двумя вот этими придержками. Двумя ниточками от кисточки. С одной стороны и затем с другой стороны. И вот эти края, чтобы они не торчали, я также их подогну и сюда подклею. Вот что у меня получилось. И сейчас снова беру все инструменты, полубусины, все материалы и буду украшать юлу. И первое, мы начинаем работать от кисточки. Если вдруг где-то какое-то утолщение, то все пытаемся убрать. И первую полубусину я подклею вот таким образом, оставляя немного места для стразовой цепочки. Я беру клей. Напоминаю, пользуюсь я вот этим клеем. И наношу первую каплю вот сюда. Здесь мы делаем аппликацию, чтобы убрать вот все вот это вот, скрыть все некрасивые места. Накладываю бусину и даю закрепиться. Я заранее подготовила стразовую цепочку, подходящую мне по размеру. И сейчас буду ее подклеивать. Наношу клей вокруг. И немного на полубусину. Вот вы видите, клей я через верх не поворачиваю. И теперь накладываю
стразовую цепочку и укладываю ее красиво вокруг. Края надо совместить и подклеить. И в зависимости от размера ваших полубусин вы смотрите, сколько же у вас полубусин здесь вместится. Я вижу, что у меня будет только 4, поэтому я подклею следующую на противоположную сторону и еще 2 между ними. Поэтому продолжаю работу. Даю закрепиться. 2 полубусины у меня подклеены, и сейчас подклею еще 2 между ними и также оформлю стразовой цепочкой. Ну вот, низ заготовки у меня оформлен, вот что вышло. И теперь я приступлю декорировать вот здесь, чтобы у нас все было закрыто. Теперь я буду продолжать идти работать наверх, не от середины вниз, а наоборот. И вот здесь я решила подклеить небольшие полубусины. Узор, конечно, вы можете составлять сами. И продолжаю работу. Следующую полубусину я подклею чуть выше, с небольшим расстоянием, чтобы у меня вместилась цепочка. И разверну ее в другую сторону. И вокруг полубусины также расположу стразовую цепь. Один край чуть повыше размещаю, другой обтягиваю и замыкаю. И здесь цепочки должны сойтись. И сюда я еще подклею полубусину. Вот вы видите, я не совсем соблюдаю середину, но здесь у меня также будет все подклеено и ничего видно не будет. И по краям подклею еще 2 полубусины. С одной стороны и с другой. Работа идет медленно, но тут спешить нельзя. И здесь стразовую цепь я подклеила вот отсюда и сюда. Также повторю со второй стороны. Аккуратно наношу клей. И укладываю стразовую цепочку. Придерживаю пальцем и укладываю вокруг. Лишнее, конечно, подрезаю. Многое делается прямо в процессе работы. Я придержала пальцем, чтобы она не отлетела. И все поправляем. Я решила продолжить работу. Взяла полубусину и понимаю, что здесь у меня не хватает места для цепочки. И теперь мне вот эту бусину надо отодрать. Это для тех, кто сомневается, что клей не клеит. Вот вы видите, я даже не могу ее... Да, по-моему, тут уже намертво. Вот вы видите, вот это кто говорит, что сомневается в клее уху. Ладно, сейчас я немножко попробую это все как-то убрать и вернусь к вам. Сняла, чуть ли не с корнями, но сняла. И теперь здесь вот буду подклеивать на месте, где я решила. И вот как я наношу клей. Одна девушка сказала, что клей расплывается. Вот вы видите, я наношу и на одном месте его вот так вот туда-сюда.
Получается довольно большая капля, и при этом он не растекается. И теперь я беру полубусину и подклеиваю. И тоже не придавливаю сразу, даю немножко закрепиться, и только потом вот ее прижимаю. Такую же каплю подклеиваю сверху и делаю цветочек. Вот сейчас вверх-вниз я обработаю стразовой цепочкой. Я уже заранее подрезала по размеру. И сейчас все тут обработаю. Ну и работаем, как работали уже, я показывала. Нанесла клей и сейчас вплотную все подклеиваю. Вот сюда наношу еще клея, чтобы склеить все цепочки вместе. И все укладываю. Пока все свежее, можно еще немножко что-то куда-то передвинуть. Поправляем, чтобы все стразы смотрели вверх. И работаем дальше. И сейчас я повторю узор, который я делала на сосульке. Подклею по 2 полубусины сюда и затем обработаю их стразовой цепочкой. Вот здесь я хочу подклеить полубусины, но они у меня меньшего размера и образуются маленькие пустоты в углах. Поэтому я здесь подклею по одной вот этой стразине. Я уже тут подрезала. Вот они у меня. И по одной в уголках подклею, чтобы все было заполнено. Вот и теперь я уже подклею полубусину. И также подклею полубусины вот сюда и сюда, чтобы заполнить вот эти расстояния. Ну, как я уже говорила, узор вы можете подбирать сами. И продолжаю украшать. Вот здесь я хочу приклеить полубусину поменьше, поэтому один камешек я подрезала. Вы видите, все иногда что-то происходит во время работы. Что-то срезается, что-то добавляется. И теперь он у меня сюда идеально вместится. Вот что получилось. Я также добавила еще 2 бусины по краям. Вот какая юла у меня получается. И вот, как вы видите, место склеивания, где бархат склеивался, у нас весь ушел под декор. Ничего не видно. И юла у нас получается ровная, без всяких швов. И макушку можно оформить по желанию. Я здесь развернула полубусины. И сейчас добавлю еще несколько. И затем как-то все соединю. Вот что у меня получается. Мне очень нравится. Вот как я тут заполнила. И вот что в итоге у меня получилось. Конечно, здесь можно еще заполнять и заполнять. Можно вообще всю юлу украсить. Но, по-моему, достаточно. Очень красивые получились. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. В следующем уроке мы украсим с вами другую форму. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.